Всем привет! Сегодня на тесте трехполосная акустическая система компании Emativ и Armativ T1. Конструкция очень необычная, со скошенными вот такими вот краями. Это служит для уменьшения дифракции. Корпус оклеен виниловой пленкой, причем она вот такой интересной структуры, похожа как шагрень, и не оставляет отпечатков пальцев. Передняя панель окрашенная. В нижней части установлено два низкочастотных динамика 152 мм, среднечастотный динамик чуть повыше 133 мм и ленточный динамик установлен наверху. Заявленные параметры: 150 Вт – это долговременная мощность, и пиковая мощность 300 Вт. Но 150 Вт на самом деле это больше, чем достаточно. Чувствительность тоже по заявке производителя на 2,83 вольта входной сигнал, 88 дБ. Чувствительность вполне достаточная тоже. Но, как показывает практика, большинство где-то акустических систем лежит именно вот в этом диапазоне по чувствительности. Сейчас я покажу, что находится сзади колонки. На задней панели акустических систем внизу расположены терминалы для подключения колонок к усилителю. И в самом низу расположен очень большой порт фазоинвертора. Терминалы соединяются с помощью вот таких вот позолоченных перемычек. Если установить перемычки, соответственно, можно подключить однопроводное подключение или снять перемычки, и тогда можно подключить колонки по схеме биампинг или биваринг. Провода можно подключить обычные, можно подключить с разъемами лопатка или банан. На графике показан импеданс низкочастотной секции. Фазный инвертор настроен на частоту 38 Гц. И это достаточно низкая частота настройки фазоинвертора. На следующем графике показан импеданс среднечастотной и высокочастотной секции. Это график импеданса акустической системы с установленными перемычками. Четвертый график показывает значение импеданса с перемычками и без перемычек. Использование системы биампинг может улучшить звучание акустической системы. Динамики закрывает гриль. Гриль имеет магнитное крепление, соответственно, он очень легко устанавливается и снимается без каких-либо проблем. Снизу могут быть установлены металлические шипы или резиновые ножки. Я рекомендую использовать металлические шипы, использовать твердое основание. Это позволит получить более плотный и точный бас. Это уже проверено. Я все подготовил вот для того, чтобы посмотреть, что там находится внутри, динамики и так далее. Я их уже снял. Кроссовер демонтировал тоже. Но сначала я хочу проверить параметры колонки. Фронтальная панель. Толщина фронтальной панели. Толщина фронтальной панели. 36 миллиметров. Получается абсолютный рекорд среди колонок этой ценовой категории. Стеночки. Здесь сейчас придется вспомнить арифметику. Так, сначала измерю расстояние от выступа до края колонки. А те же 36 миллиметров. А теперь надо вычесть выступающий портик. 20 миллиметров. 36 минус 20, получаем 16. Значит, стеночки корпуса 16 миллиметров. Ну, не самый лучший показатель, но и далеко не худший. Главное, что фронтальная панель, это очень важно, она 36 миллиметров, то есть практически никаких вибраций от передней панели нет. Перегородочки. Есть много перегородочек. Но на вид не очень, чтобы очень. 12 миллиметров. Но, в принципе, для распорочек нормально. Неплохо. А теперь переходим к динамикам. Наверху у нас, естественно, твиттер. Вот такая красава. Наверху написано Emativ, все как положено. Маленький рупорочек. Между прочим,
ленточный динамик. В чем фишка? Нет резонанса, используется очень тонкая пленка, масса сверхнизкая, соответственно, очень высокий диапазон воспроизводимых частот и очень точный отклик. На тесте, конечно, обязательно еще послушать, потому что измерения измерениями, а уши ушами. Среднечастотный динамик. Колонка трехполосная, стало быть, есть и среднечастотный динамик. Кстати говоря, вот такие вот колечки. Прикольные, да, колечки. И да, на колечках, естественно, сзади есть прокладочки. Когда прижимается вот это вот колечко, вибраций никаких нет. Поначалу, ну, надо же, какое-то даже металлическое колечко, что. Вот. Это среднечастотный динамик. С настоящей пулей. Как у Фокала. Это не псевдопуля. То есть вот все нормально. Фаза выравнивающая пуля настоящая. Достаточно большой магнитик. Снизу есть окошечки под спайдером для охлаждения, для того, чтобы не было компрессии под спайдером. Очень важно. Измерение, кстати говоря, показывает, что это за динамик. Ну, вот пока чисто внешне. Диффузор полимерное вот такое черное волокно. Снаружи оно шершавое. Очень хорошо. Вот глухое. Очень глухое. И снизу типа какой-то пропитки, что-то такое вот есть. То есть диффузор достаточно жесткий. Но я могу, да, как-то проверять, там ничего ему нет. Жесткий, нормально. И это еще не все. Еще у нас есть вуфер. Вот на вуфере вот такая вот красивая прокладочка. Шестигранничка. Поднимаем динамик. Ну, вот такая мощная конструкция. То есть два магнита. Очень, кстати говоря, высокий магнитный зазор. Здесь проверил где-то 5 миллиметров. Очень неплохо. Диффузор сделан очень хитро. Но когда я буду рассказывать отдельно о динамиках, я подробно расскажу, для чего это все сделано. Здесь, конечно, все вообще намертво держит, ничего не изгибается. Вот такой. Ну, их, естественно, два стоит динамика. Один под среднечастотником и второй под вуфером, точно такой же, просто его снял. Кроссовер. Кроссовер установлен на дне корпуса. Такая вот конструкция. Тоже отдельно покажу, расскажу, что это такое. Ну что, начнем с вуфера. И здесь обнаруживаем первую неожиданность. В акустической системе использованы низкочастотные драйвера размером 166 мм, что чуть больше 6,5 дюймов. Это больше заявленной в паспорте величины. Модель драйвера EKA01 166W06, соответственно EKA01 это серия, 166 размер драйвера, W обозначение вуфера, 06 версия драйвера. Диффузор сэндвич. Для изготовления применен черный синтетический материал с шероховатой поверхностью и усилен большим полизащитным колпаком из целлюлозы. В корзине под спайдером есть круглые окошки. Это помогает охлаждению звуковой катушки и снижает компрессию под спайдером. Магнитная система очень мощная и состоит из двух магнитов. Внизу магнитной системы есть отверстие для охлаждения звуковой катушки. Корзина металлическая, штампованная и усилена ребрами жесткости. Импеданс вуфера 8 Ом. Реальная кривая импеданса практически совпадает с расчетной, что говорит о высоком качестве сборки. Вуфер имеет очень низкую резонансную частоту. Общая добротность КТС 0,323 и соответствует для конструкции корпуса типа фазоинвертор. Несмотря на мощную магнитную систему, чувствительность драйвера средняя 87,9 дБ Вт на метр. Для хорошего баса необходимо два вуфера, что, впрочем, и предусмотрено конструкцией. Чувствительность ограничена высокой массой подвижной системы, что говорит о мощной звуковой катушке и прочном диффузоре. Низкочастотный динамик рассчитан только для работы в трехполосной акустической системе. Следующий на очереди – среднечастотный динамик. Размер динамика больше паспортного. Размер стандартный – 135 мм или 5,25 дюйма.
Расшифровывается маркировка среднечастотного динамика аналогично низкочастотному. Диффузор сделан из синтетического материала черного цвета с шероховатой поверхностью. Стоит обратить внимание на широкий подвес. Это позволяет обеспечить стабильное движение диффузора без смещения диффузора в стороны. В центре магнитной системы установлена фазовыравнивающая пуля. Магнитная система оснащена достаточно мощным магнитом. В корзине под спайдером есть круглые отверстия. Они необходимы для лучшего охлаждения звуковой катушки и снижения компрессии. На графике видно, что качество сборки драйвера высокое. Низкая резонансная частота, низкая добротность, низкая масса подвижной системы и хорошая чувствительность. Параметры динамика соответствуют для его установки в закрытый ящик и хорошей совместной работы с буферами. Ленточный высокочастотный динамик установлен в верхней части акустической системы. Модель динамика HR3326B, что говорит о размере корпуса 33 на 26 мм. Габариты магнитной системы небольшие, но магнитная система очень мощная. Точно рассчитанный рупор позволяет добиться идеальной гладкой АЧХ. Импеданс драйвера гладкий, резонанса в подвижной системе нет. Это позволяет говорить об идеальной совместной работе с кроссовером. Кроссовер. Все компоненты кроссовера размещены на одной плате. И для уменьшения взаимного влияния катушки индуктивности расположены перпендикулярно друг к другу. В цепи сигнала твиттера установлен полипропиленовый конденсатор. В цепи сигнала среднечастотного динамика использовано комбинированное соединение неполярного электролитического конденсатора и полипропиленового. В кроссовере использованы фильтры второго порядка. Я хочу остановиться на кроссовере мидвуфера. В цепи сигнала установлены два параллельно соединенных конденсатора – неполярный электролит и пленочный конденсатор небольшой емкости. Такое соединение позволяет значительно улучшить работу хай-пас звена. Я бы немного изменил соотношение между электролитическим конденсатором и пленочным в пользу пленочного. В кроссовере есть цепочка компенсации увеличения сопротивления звуковой катушки на резонансной частоте R25L4. Далее я привожу графики работы кроссовера на реальную нагрузку. Соответственно, для твиттера, мидвуфера и вуфера. Следующий график показывает совместную работу кроссовера на реальную нагрузку. Последний график – это график АЧХ Aeromotiv T1. Ну что, с техническими деталями я закончил. Теперь надо собирать Aeromotiv T1, но важный нюанс я все-таки забыл рассказать. Ну, по крайней мере, о тех нюансах хочу рассказать, которые встречаются далеко не у каждой фирмы, не у каждой акустической системы. Сейчас я их покажу. Первое, то, что я хотел, конечно, вблизи показать, как устроена панель. То есть у нас состоит из двух частей. Это верхняя накладка и нижняя. Обе они склеены, и получается вот такой пирожок 36 миллиметров, что на самом деле является очень солидным показателем. Итак, второй нюанс. Второй нюанс, он достаточно важен. Дело в том, что почти все компании используют для крепления корзины динамика корпуса саморезы, а здесь нет, здесь не так. Вот такие вот реальные винты, настоящие. Вот с резьбой все как положено. Маленькие, короткие. Это для крепления корзины динамика к корпусу, и накладка. Накладка уж могли бы, наверное, саморез. Какая разница? Нет, винт. Настоящий натуральный винт. Вот сейчас. А сейчас я и покажу, как это я все делаю. Ну, вначале надо поставить кремочки на место. Главное, их правильно надо поставить, вот так вот, да. То есть их перепутать, конечно, невозможно, у них разный размер. Но вот снизу есть замочки. Их удобнее, когда, конечно, они стоят сверху. Поэтому вот шиворот на выворот. Вот так вот еще поставить. Все, замки закрыты, а можно и ставить. Специальное есть место, очень такое хорошее место. Оп, все на месте. Сейчас я большие, маленькие по сторонам, да, и, соответственно, закреплю динамик.
У меня есть две отверточки, то есть для быстрой закрутки, закрутить винты использую электрический шуруповерт, а окончательно уже можно подтянуть вот такой ручной отверткой. Здесь все это хорошо сделано. Кстати говоря, из головки вот под звездочку тоже, да, так все это солидно, не Philips. Вот, все. И дальше уже идет дозатяжка. Но я подтянул потом. Нет, это лучше сразу. Так, ну как положено, да, крест-накрест. Нужно затягивать, чтобы все село правильно и красиво. Ну, все в порядке. И теперь остается поставить накладочку. Ну, здесь все вроде одинаково. Ставлю на место. Легким движением руки. Легким движением руки накладочка стоит на место. И тоже вот винтики, настоящие винтики. С резьбой, как положено. Их тоже на место. Раз, два, три, четыре. Ну, на четырех все прекрасно будет стоять. Опять на электрический шуруповерт ставлю биту. До конца не тяну. Я не на китайском заводе. Делаю все правильно. Так. И последний. Вот обещанный корпус для среднечастотничка показываю. Он идет не на полную глубину, где-то на сантиметров 8-10 вот, по контуру. То есть там сзади есть плоскость, которая увеличивает объем для буферов. Итак, что здесь важно? Ну да, корпус, конечно, естественно, закрытый. Панель такая же, кстати говоря, даже для среднечастотничка, 36 миллиметров фронтальная панель. А вот что я еще хочу показать, то, что я давно не видел, по крайней мере. Вот так, попробую отверточкой подобраться. Это вот внутри. Это виброизоляция стенок среднечастотника. То есть по всей окружности идет виброизоляция. Но встречаю тоже впервые, как бы вот среди колонок средней категории, там, или там нижней. То есть аэромотива здесь, конечно, Т1 отличилась. Сейчас я все собираю и переходим к прослушиванию. Все измерения завершены, прослушивание закончено, и теперь можно делать выводы. Акустическая система Aeromotiv Т1 мне очень понравилась. Мощный, плотный, четкий, очерченный бас. Высокие частоты, очень легкие, и звук, ну, просто пространство вот кругом. Но ленточный твиттер, в принципе, этого можно было и ожидать. Может быть, немножечко вот были приглушены как бы средние частоты, но измерения не показали, что там бы, вот, как бы получше бы хотел это сделать. Но это проблема не конструкции, это проблема всех абсолютно акустических систем в том, что пытается все-таки на компонентах сэкономить, компоненты имеют разброс, и в итоге для того, чтобы получить абсолютно нужную частотную характеристику, вообще, по большому счету, вот, требуется тюнинг для 100% всех акустических систем, вне зависимости от цены. Результат просто получается потрясающий. Вот. Не факт, что вот другая система будет звучать вот, немножко приглушенно. Она может быть ярко звучать, нормально. Все зависит от того, вот, какой допуск компонентов. В ноль попадает, все будет отлично. Но в целом, конечно, звучание отличное и может быть рекомендовано. Я слушал ее и на рок-музыке, классика, джаз. В общем-то, все достаточно ровно. И для средней ценовой категории находится, в общем-то, я считаю, наверху, то есть в верхней части. То есть есть, по крайней мере, возможность еще выбрать. И выбрать в большинстве случаев, я думаю, можно остановиться на
норматив Т1. На этом все. Всем удачи, приятного прослушивания. Всем пока.